Знаете, друзья, собирая доспехи лорда Блэкберна в миссии «Древние призраки» и открывая достижение о его возвращении, я вспомнил замечательную мысль о том, что необходимо быть осторожным со своими желаниями, ведь они могут сбыться, и далеко не в том виде, как мы это себе представляем. Именно так случилось с некогда великим правителем лордом Блэкберном. Не было ничего особенного в тот самый день. Это был солнечный день, как и многие другие до него, а также, как и многие другие, которые будут после него. Но несмотря на то, насколько обыденным казался этот день, именно в этот момент все изменилось. Лорд Блэкберн выглянул в окно и посмотрел на свою статую. Он определенно не был склонен к гордыне, и эта статуя была данью уважения, которую возвели для него его любимые граждане. Его уважали, любили, и он любил их в ответ, и чувствовал себя ответственным за их благополучие и счастье. С тяжелым вздохом он перешел в свою комнату для собраний и начал ежедневные встречи с жителями деревни. Злые силы становились сильнее и могущественнее, и это не было какой-то грандиозной новой новостью. Сколько он себя помнил, он боролся со злом. Были времена, когда он был уверен, что сможет изгнать все зло из королевства, и приложил для этого всевозможные и невозможные усилия. Но теперь он был пожилым человеком, измученным и угрюмым после многолетних конфликтов. Он устал, поскольку неважно, как храбро и воинственно он сражался или сколько людей он не терял, зло все же восстанавливало свои силы и возвращалась в новом обличии. Теперь он знал в своем сердце, что его любимые граждане никогда не будут свободны, либо находиться в полной защите. И именно эти знания были причиной того, что он почти не ел, а сон для него стал роскошью, обращенной кошмарами. Когда-либо он умрет, оставив свои земли и свой народ без защиты. И кто тогда будет сражаться против тьмы? Кто обеспечит мир и счастье его гражданам? Если он умрет, его долг и обещания останутся невыполненные навсегда. Великий лорд Блэкберн при всей своей силе умрет неудачником. И именно этого он никоим образом не мог позволить. В тот самый день до его ушей дошли слухи о страшном нападении на южной границе. Урожаи были опустошены, а сотни мирных жителей деревни были убиты. Это зрелище было ужасающим, дома горели, а земля стала красной от крови невинных. Он не смог защитить их. «Хватит», — решил он. Именно в этот момент он принял судьбоносное решение, которое повлияло не только на него самого, но и на судьбу тех, кто доверял ему больше всего. С самого начала времен существовал шабаш белых ведьм, которые жили на местах именно земли лорда Блэкберна. Они всегда жили мирно, оказывая помощь, любую медицинскую либо какую другую, жителям деревни. Заветом руководили две сестры-близняшечки, которые поклялись служить и защищать господам земли лорда Блэкберна. Они не удивились, когда лорд попросил их приехать в замок, дабы встретиться с ним, поскольку это случалось все чаще и чаще из-за постоянного увеличения количества нападений. Но их застал врасплох необычная просьба. Лорд Блэкберн просмотрел древнюю библиотеку и нашел на свитке гнилого пергамента упоминание об особом виде магии, которая, как он думал, могла бы защитить его земли и всех жителей от надвигающейся гибели, которую представляли злые силы. И он хотел, чтобы именно ведьмы провели этот ритуал. На что белые ведьмы пытались объяснить и рассказать, что на самом деле за эту магию придется заплатить очень высокую цену. Но при этом лорд Блэкберн не хотел их слушать.
Его не волновала ни цена, ни какие-либо последствия, и он в строжайшей манере приказал ведьмам провести этот самый обряд. Этот отчаянный поступок имел ужасные последствия. Магия ритуала бесконтрольно распространилась по всем его владениям. Да, правда, она обеспечила защиту всего населения и всех земель, и разрушила всех врагов, которые пытались атаковать его земли. Но она также сделала эти земли непригодными для проживания, до такого уровня, что даже демоны самого Пандемониума не могли здесь жить. Что касается жителей деревни, то они были лишены всякой жизни. Они были превращены в бездумные сосуды, лишенные страданий, боли, но также и счастья. А белые ведьмы были превращены в злых существ, которые процветали за счет силы черной магии. Усиленные энергией ритуала и своими новыми способностями, любой, кто осмеливался ступить на земли Блэкберна, встречали просто ужасающую и мрачную судьбу и последствия. Но на самом деле самым трагическим из всей этой истории было падение именно самого лорда, потому что этот выбор развратил его душу и заточил ее в оболочку из холодной стали. И теперь он был неутомим, он был бессмертен и был готов защищать свои владения навсегда. По сей день белые ведьмы, превратившись в черных ведьм, летают в небе к северу от Валардула, терроризируя всех, кто встает у них на пути, дабы исполнить клятву, данную своему лорду. Вот так, друзья, вот так порой, казалось бы, на самом деле светлые и величественные идеи по защите своего народа, вроде бы казалось благородные, впоследствии могут привести просто к фатальным последствиям, которые уничтожат не только сущность самого великого лорда, но и в целом все его население и всех его подданных. Поэтому, друзья, будьте осторожны со своими желаниями, ведь они могут сбыться, а когда сбудутся, мы тогда уже контролировать последствия, увы, не сможем. Берегите себя, и да пребудет с вами сила. Па-па.